Всем привет! Сегодня у нас очень интересные часы в обзоре. Это микробренд из Сингапура. Часы фирмы Neminus. О данных часах я узнал из группы на Facebook Microbrand Watches. В принципе, я их приобрел в то же время, когда я купил Aevic Huldra версии 2, голландский микробренд, который я вам показывал в одном из предыдущих обзоров. Но сегодня у нас такие часы. Взял я их за $299. Это была цена до того, как часы были представлены на Kickstarter за $329 минимальной цены. Было сделано 300 штук, 150 штук были проданы через Kickstarter, остальные 150 в свободной продаже или в продаже до Kickstarter, как мой вариант. По-моему, там было где-то $30 доставки до Германии, плюс еще таможенный сбор, ну где-то 360-370 евро получилось все вместе. Часы были отправлены ко мне в конце декабря и в начале января. Я их уже получил. Давайте, пожалуйста, сначала посмотрим на коробку. Очень красивая коробка. Такие часы не стыдно и подарить, если вы хотите кого-то обрадовать часами, любителей часов. Вообще никогда не слышал про этот бренд, но увидев данные часы, очень заинтересовался. Потом я посмотрел, что я пропустил довольно интересные часы до этой модели. Neminus Spaceman. Если хотите, посмотреть в гугле. Тоже довольно интересная модель. Пожалуй, сначала посмотрим на то, что было в коробке. Был такой ремешок. Это бонус, который прилагается, если определенное количество людей на Kickstarter закажет часы. Это был первый бонус, по-моему. Второй бонус был отвертка для смены ремешка с разными наконечниками. Хорошие бонусы. Также у нас инструкция по настройке механизма, по управлению механизмом. Вот написано Seiko S2 NH35A. Очень хороший автоматический механизм, излюбленный многими микробрендами за надежность и точность. Вот надпись Neminus Master Diver 1000, это модель. Seiko S2 NH35A. Ну, в принципе, там ничего сложного нет в управлении настройки, но на всякий случай положили инструкцию. Также есть хорошая инструкция на английском языке по чистке и уходу за бронзой. Считаю, очень важная и полезная вещь. Хороший, кстати, материал. Приятно. И вот у нас есть гарантийная карта в виде такой визитной карточки. Кстати, этот материал как раз материал циферблата. Это по-настоящему highlight, я бы сказал. Интернациональная гарантия 2 года. Вот модель Master Diver 1000. Номер серийный 206 из 300. Продано 13 декабря 2019 года. Я думаю, это время, когда их уже собирались отправлять. Потому что куплены они были в апреле 2019. 2 года гарантии. Ну а теперь мы наконец-то посмотрим на сами часы, убрав все эти плюшки. В такой вот сумке они были. Надпись Neminus, логотип бренда. Внутри такая вот интересная коробка, как они называют ее, Watch Roll. Очень удобно для хранения до 3 часов. Можно открывать ее или здесь, или вот этот магнит. Тут также надпись Neminus. Такой логотип, материал похожий на бархат. И, наконец, сами часы. В принципе, тут действительно можно без проблем хранить 3 часов. Вообще коробка, сейчас посмотрим на часы, конечно. Сама вот упаковка очень, я считаю, качественная. Не знаю, это кожа или нет, скорее всего нет. Но даже если это не кожа, посмотрите на качество. Даже вот зеленая нитка есть. Я считаю, как подарок это тоже очень хороший вариант, поэтому я по-любому буду следить за новостями этого микробренда из Сингапура. Они работают с 2017 года. Считаю, что их проекты, которые пока выпустили, очень заслуживают внимания. Вот наши часы. Давайте, пожалуй, снимем их с этой штуки. Посмотрим, как они сделаны.
общем, модель Neminus Master Diver 1000 метров. Даже не знаю, с чего начать. Пожалуй, начнем мы с безеля. Безель 12-угольный, бронзовый, вкладка керамическая с метками, которые с люмом. Есть вот центральная метка также. Сделано, я считаю, очень красиво. Часы пока новые. Я их не исцарапал нигде. Все в идеальном состоянии. Безель имеет 120 кликов. Очень четко работает. Сейчас я вам покажу. Хорошо переключается. Никаких лишних люфтов, ни вертикальных, ни горизонтальных. Все сделано очень хорошо. Корпус у нас 44 мм размером. Ремень 22 мм. Размер от уха до уха 46 мм. Вес 162 грамма, что немало. Так как часы водонепроницаемы до 1000 метров, есть вот такой вот хелиум клапан, который позволяет спускать хелиум. Надпись HE. Вот эта головка тоже бронзовая. Сам корпус бронзовый. Безель идеально сидит на самом корпусе. Снимать его, естественно, не буду, потому что это оригинальный безель бронзовый. Заводная головка вот здесь у нас с логотипом Neminus. Довольно качественная. Покажу поближе. Вот, надеюсь, хорошо видно. Очень четко работает. Приятно, что здесь есть отверстие для быстрой смены ремня. Производитель закрепил хорошо этот ремень и сказал, что если будете менять его, пожалуйста, удерживайте одной отверткой и откручивайте другой, потому что он, по-моему, склеил там это дело. Но я думаю, снять проблем не будет. Но сам ремень, я считаю, очень качественный. Даже стандартный ремень очень качественный. Вот, кстати, вот на торце надпись CUSN8 бронза. Ремень, как они называют, кевларовый, красная нитка, как видите. Одна петля красная с двойной прошивкой, вторая петля черная этого же материала, как сверху, с красной прошивкой. Оригинальная, очень красивая бакля бронзовая. И бакля и часы уже немного патинировались, пока лежали в коробке. Очень, я считаю, красивая оригинальная бакля. Здесь также у нас надпись Master Diver 1000. Задняя часть ремня из кожи. Надпись Neminus Original. Посмотрим сейчас на крышку и потом уже вернемся к передней части часов. Видно надпись Neminus слева и справа на крышке. Крышка, кстати, из металла. Вот. Батискаф. Надпись Master Diver 1000 и серийный номер 206 из 300. Надеюсь, вам интересно будут эти часы, вы даже захотите себе приобрести. Правда, цена сейчас у них немного выше, но об этом позже. NH35A механизм. Надпись 1000 метров. Считаю, интересный, хороший дизайн крышки. Сами уши корпуса немного загнуты, поэтому они хорошо сидят на руке. Конечно, все равно они очень массивные. 18,4 мм высота корпуса. У нас имеется очень красивое и очень толстое сапфировое стекло, 5 мм, 4 слоя антиблика, выпуклое сапфировое стекло, как мы видим. Давайте посмотрим теперь на циферблат. Это самое интересное, самая большая фишка. Посмотрите, даже вот моя камера в макрорежиме видит, можно рассмотреть хорошо, какой циферблат с трещинами. Очень хороший такой цвет морской волны. Надпись Master Diver 1000 метров, 3280 футов. Надпись Автоматик. Посмотрите, пожалуйста, на накладные метки очень красивые с люмом. Люм на всем циферблате салатовый, швейцарского люминового BGV9. Кстати, светит очень достойно для заводского люма. Массивные стрелки по цвету, подходящие к корпусу, тоже с люмом. Секундная стрелка, довольно интересная, красный наконечник. Светится, к сожалению, только треугольник. Я бы сделал ее всю из люма. Вот. Аккуратное окно календаря. Такая золотистая окоемка, как мы видим. Также люм есть по краю циферблата.
очень хорошо светится. И кроме всего прочего, есть красная окоемка под цвет ремня. Видно даже на видео. В общем, циферблат, я считаю, очень красивый. Конечно, видео никогда не передаст всей красоты данных часов, но даже сейчас можно понять, насколько интересный и уникальный дизайн перед вами. Также надпись «Неменус» сверху. Секундная стрелка очень плавно ходит. Точность данных часов я замерял примерно в районе 3-4-5 секунд, может быть, в сутки. У меня даже точнее, я рекомендую программу WatchCheck на Android. С ней можно хорошо тестировать это все дело. Быстрый перевод даты есть. Автоподзавод, ручной подзавод. Хорошо и долго часы ходят, если даже не заводить, а просто использовать автоподзавод. Ротор, в принципе, не слышно, потому что корпус очень такой массивный. На руке они сидят очень интересно. Конечно, часы не на каждый день, это понятно. Но я считаю, что это приобретение в моей коллекции – это огромный плюс, огромное обогащение коллекции. Смотрится, я считаю, очень красиво. Посмотрите на эти массивные, красивые бронзовые часы, которые уже немного патинировались, пока ждали обзора. Вот логотип самой фирмы на торце. Массивный корпус, заводная головка с логотипом. Очень качественный материал, я считаю. Если открутить заводную головку, тоже можно увидеть, что все сделано очень качественно. Сейчас я вам покажу. Она немного подпружиненная. Сделано все очень качественно, легко заводится. В принципе, всем рекомендую данные часы. Конечно, сейчас они уже стоят не столько, сколько они стоили, когда была компания Kickstarter, или когда я купил за $300. И сейчас их можно купить за $599 на сайте производителя, точнее через Facebook. Но даже если за эти деньги купить, я считаю, все равно довольно интересный вариант. Если вам очень хочется купить именно эту модель часов, пожалуйста, побалуйте себя данной моделью, потому что они по-настоящему этого стоят, я считаю. Качество исполнения очень высокое, я считаю. Корпус интересный, механизм достойный, очень хороший ремень, хорошая упаковка. Сейчас я покажу еще в сравнении с обычной амфибией, как часы смотрятся. Вот амфибия в 90-м корпусе. Как видите, по размеру почти одинаковые. Может быть, бронзовые часы чуть-чуть шире. Но, конечно, амфибия намного более плоская, чем данные часы. Но я не могу сказать, что они некомфортны в носке, тем более эти часы на ремне. Даже несмотря на большой вес самих часов, они носятся, я считаю, очень удобно. Очень интересный циферблат, дизайн. Я по-любому буду следить за новостями данного микробренда, чего и вам советую. Думаю, будут еще интересные модели. А на сегодня у нас все. Надеюсь, вам понравился этот дайвер. Я надеюсь, что я смогу скоро все-таки попасть на море и протестировать их в деле. Всем желаю точных часов. Будьте здоровы и до новых видео. Пока.